Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что случится, как гром среди ясного неба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы сейчас пребываете. Вот так и хочется сказать, в ожидании счастья, в ожидании какого-то вот проблеска в жизни, каких-то позитивных эмоций, позитивных событий. Вообще хочется какого-то драйва, позитива, да, вот со всех сторон. У каждого это будет, конечно же, свой позитив. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Кто-то больше нацелен на семью, на личные отношения, кто-то нацелен на финансы, там, на карьеру, на перспективы именно в карьере, у кого-то, конечно же, будет два в одном. То есть вы знаете, вот вы как будто выглядываете, вам настолько хочется вот этих перемен в жизни, как-то вы заскучали. Жизнь очень обыденная, жизнь очень скучная. Особо никаких таких ярких впечатлений, адреналина абсолютно я не вижу. И в то же время я не вижу рядом с вами любимой женщины, я не вижу семьи как таковой. У вас, я бы сказала, что скорее проигрывается, ну, такая своего рода ностальгия, что ли, вот именно по тем счастливым временам, которые у вас были. Это может быть ностальгия, вот воспоминания именно о тех хороших временах, которые были. Может быть, это начало ваших прежних отношений. Это может быть ностальгия за детьми, ну, такое скучание, да, если по-простому. Вы такой человек довольно активный, но вот как сказать, вот если опираться на ваш психотип, да, если опираться на ваш темперамент, то сейчас вы как-то стали вот более поспокойней. Еще это может быть из-за того, что у вас нет просто какого-то стимула в жизни, вот нет той искорки, да, которая могла бы зажечь огонь любви, вообще зажечь вас по всем пунктам, чтобы сорвались и помчались, куда глаза глядят. Поэтому я не могу сказать, что вы там с ума сходите, что вам безумно плохо, вы там депрессуете. Нет. Ну, как-то скучно. Вот жизнь течет, знаете, такой штиль, ничего особо такого не происходит. Ну, неинтересно, так скажем. Так, еще что? Вот хочется, знаете, вот именно хочется, я думаю, в большинстве случаев это встретить новую женщину. Причем женщину для любви. У некоторых может, кстати, по дьяволу проигрываться, что вы не брезгуете даже сейчас, в принципе, и романчиками. Походы направо-налево вы тоже не отметаете. Но больше я склоняюсь все-таки к вашему постоянству. И все-таки, я думаю, большинство из вас, вот они ждут и мечтают уже о каких-то вот позитивных переменах именно в личной жизни. Вы такой человек, знаете, который... Вот если вы влюбляетесь, то это все. Это розовые очки. Это все остальные не существуют. Все не существует больше, кроме вот такого вот центра вселенной, которой является женщина. С одной стороны, это вроде бы и хорошо, с другой стороны, не очень. Я уже неоднократно говорила в своих видео, что никогда нельзя растворяться в своем партнере. Это касается и мужчин, и женщин, потому что я знаю, что мой канал смотрят и женщины. Но знаете, вот этот момент как раз, несмотря на то, что мы по психологии, мы очень разные, мы как с двух разных планет, мужчины и женщины. Но именно вот это ваше растворение в партнере, вот это, ну, я бы сказала, такая своего рода ошибка. Все должно быть дозировано. Я сейчас вот повторяюсь, да, в очередной раз, потому что это действительно важный момент. Не нужно растворяться, ну, полностью в своем партнере, не нужно полностью угождать, не нужно все абсолютно свое время посвящать своей половине. Опять же, я говорю это и мужчинам, и женщинам.
Все должно быть дозировано, да, чтобы каких-то вот моментов, каких-то проявлений человек ждал, да, чтобы, допустим, ну вот, к примеру, да, банальный пример, цветочки вы дарите, да, букеты цветов не каждый день, а пусть это будет когда-то вы через день подарили, потом через 2 дня, да, то есть как-то это непредсказуемо должно происходить, а не так, что вот каждый день одно и то же вы делаете, это просто надоедает. И человек уже не воспринимает вот эти ваши поступки как что-то важное. Вот я сейчас именно углубилась в психологию, которую вы все любите, я знаю по вашим отзывам. Потому что это довольно такой немаловажный момент. Вот когда вы делаете что-то для человека, мы очень быстро привыкаем и к плохому, и к хорошему, к сожалению, но это так. Это свойство нашей психики. Поэтому все должно дозировано. Да? Сегодня я могу сделать это, завтра я не могу. Но это не значит, что я люблю тебя меньше. Ну, то есть в таком ключе. Помнить про себя, про свои желания, про свои хотелки. И партнер тоже должен знать, что вы тоже живой человек, у вас должно быть личное пространство, у вас должны быть какие-то там посиделки с теми же друзьями. Пусть это будет часок какой-то, но этот часок вы посвятите себе любимому, да? А не так, что вы пришли, и вы, как знаете, вот извините за такое сравнение, как верный пес с тапочками в зубах, вы готовы угождать любимой женщине, ну просто, ну не уважают, ну честно, вот я вам скажу, не уважают вот таких вот мужчин, женщины. Да, это супер, да, это приятно, когда за тобой бегают, когда тебе угождают, но это до поры до времени. Поэтому вот такое уж небольшое, извините, отступление от расклада, но вот вы делаете такую ошибку по жизни, поэтому ну, я не могла не остановиться на этих моментах. Так, поехали дальше. Итак, что же случится в вашей жизни, как гром среди ясного неба? Ну, в принципе, я так и догадывалась. В вашей жизни появится очень неожиданно женщина. Причем женщина, это будет, знаете, вот реально она будет как гром среди ясного неба, потому что она появится в тот момент, когда вы как-то вот не будете ждать этого. Это будет какой-то, знаете, вот, ну вот, к примеру, даже не знаю, это будет какая-то ситуация, вот когда вы с ней познакомитесь, пересечетесь, когда вы точно не будете настроены, вы не будете думать про знакомство. Это может быть, ну я не знаю, там, ну по дороге, вот вы будете идти просто на встречу с другом, допустим, да, чтобы, может быть, поговорить, решить какую-то проблему. Либо же, может быть, вообще там, я не знаю, грубо говоря, доктора вызовете, да, то есть, ну я утрирую, конечно же, просто чтобы вы поняли, вот она появится в тот момент, когда вы не будете абсолютно ждать этого знакомства. Вы будете на другой волне, мысли будут о другом, будете настроены на другое, причем может даже проигрываться, что вот реально какую-то проблему будете решать. То есть вам не до женщин. Я не говорю, что это какой-то негативный период. Просто вот именно на тот момент, когда это случится, когда вот вы пересечетесь, вот вы будете идти, допустим, куда-то, чтобы решить какую-то свою проблему. Причем, смотрите, женщина моложе вас. Женщина для серьезных отношений, вот для любви, даже здесь и говорить не о чем, карта говорит сама про себя. Вы будете настолько вот чувствовать себя влюбленным мальчишкой с этой женщиной. Даже вот знаете, вот какая-то доля романтичности, которая, ну, я думаю, может быть, не очень вам была раньше присуща. Вы, может быть, даже подзабыли уже, как это делается. Вот некоторые вот эти поступки, которые так любят женщины, романтические, я имею в виду, джентльменские такие. Вы вспомните просто на раз-два. Вам самому будет хотеться что-то сделать для этой женщины. Вы вот будете ее воспринимать именно как, знаете, вот как посланницу небес. Вот вы настолько будете ошарашены, причем ошарашены своим состоянием внутренним. Вот сейчас вам кажется, что да, я не влюблюсь, я не смогу, там, да. Да, вам хочется новой любви, но как-то вы не очень уверенно себя чувствуете. Хочется и колется.
Но эта женщина вас настолько покорит, что вот реально вы почувствуете себя увереннее, вы почувствуете себя моложе, вы почувствуете себя, ну, таким бодрячком, да, вот какой-то прилив сил, такой энергетика такая появится в организме, в теле всем, да. То есть это то состояние, когда, ну, ты понимаешь, что готов просто горы свернуть. Так, что же у вас будет еще? Так, смотрите, какой-то будет у вас еще период в жизни, будьте осторожны, я немного отступлю от любови и моркови вот этой, да. Какая-то очень такая конфликтная ситуация. Причем, давайте уточним, с чем она может быть связана. Это с деньгами может быть связано. Смотрите. У кого-то это может проигрываться, что проблемы вот могут быть с выплатами денежными, ограничения какие-то. Ну, то есть, что вы пойдете, знаете, как будто вот выяснять отношения, я не знаю, там, бухгалтерию к начальнику, у каждого это по-своему будет. Ну, то есть вы будете выяснять, почему так, да, и вот может назреть какой-то конфликт, причем вы можете возмущаться даже не один, а и ваши сотрудники. Но это касается скорее вот, да, рабочей какой-то денежной сферы конфликт. Это не с женщиной конфликт абсолютно. Теперь поехали дальше. Смотрите, эта женщина, она вам покажется настолько умной, хотя вы тоже довольно умный человек, вы такой уверенный в себе, вы в принципе такой мужчина, огненный силач. Но почему-то вы немного так начнете комплексовать на ее фоне. Вот вы почувствуете себя в какой-то степени, вот именно по уму я имею в виду, да, я никого не хочу обидеть ни в коем случае, но почувствуете себя каким-то вот мальчишкой, учеником, да, которого вот эта вот юная особа, которая вроде бы и моложе вас, но вот по ощущениям она намного мудрее. Вот есть женщины, да, вот девочки даже молоденькие, которые вроде бы еще совсем юная, неопытная, но говорит такие умные вещи, настолько рассуждает, да. Она может быть очень начитанная, она может быть такая продвинутая во всех отношениях. То есть в этом моменте вы можете даже немного неловко себя чувствовать, что, может быть, даже каких-то вещей вы не знаете, либо не очень знаете. Особенно вот то, что касается такой более современной жизни, каких-то современных вот этих моментов, да, ну, молодежь сейчас реально более продвинутая, и в тех же гаджетах даже, там вот эти сленги ихние, ну, то есть... Иногда реально начинаешь комплексовать на их фоне. Смотрите, женщина это у вас по колесу фортуны, по судьбе выпадает. Причем вот вы ее сами создадите. Создадите из нее, вот из такой вот, знаете, это будет уже чуть попозже, конечно, по развитию вот ваших отношений в дальнейшем. Если поначалу вот она вам покажется такой молоденькой, да, хоть и умной девочкой, но вы ее вот, ну, как бы взрастите, что ли. Вот вы ее со своей стороны научите тем вещам, которые вы знаете и которыми вы владеете в совершенстве. Да? У каждого это будут свои знания. Вы поделитесь своими какими-то вот качествами характера. У вас будет такой, знаете, вот взаимообмен, что ли, друг друга. Вот она вас будет чему-то учить. И вы, кстати, уже опять же, не первый раз, это я помню в раскладах выпадала подобная ситуация. Вот такой тандем у вас, да, взаимообмен какими-то знаниями, качествами характера, умениями, навыками своими. То есть это на самом деле здорово. Вы друг друга, так как бы невзначай, вы учите чему-то, каким-то вот жизненным моментам, может быть, даже решением каких-то проблем, да. И не говорю, что вы сядете вот за столом дома, да, и будете друг друга, как вот в школе, учить. Нет. Это все происходит очень так спонтанно, очень как-то переплетается, просто вот житейские дела в житейском общении. Но, тем не менее, вы будете обучать так друг друга. Очень так незаметно и легко причем. Женщина, как я уже сказала, это по судьбе. Очень такая она бережливая, экономная. Она не транжирка абсолютно. Она и умеет и за собой ухаживать, умеет и экономить.
Это довольно такое, ну, сейчас, наверное, не очень часто встречающееся качество, когда женщина довольно экономная, потому что особенно, ну, среди молодежи, так я вот и смотрю и сама, и по отзывам других людей, молодежь как-то, ну так, транжирит больше деньги, они не задумываются, откуда деньги берутся, особенно если родители еще хорошо помогают, как-то так легко расстаются с деньгами, не очень-то ценят их. Она такая вот бережливая, она абсолютно не транжирка. Но вот что она очень любит, это, я бы сказала, путешествия. Вот она любит куда-то поехать, да, вот в каких-то, я не говорю, что обязательно за границу, но вот ей нравится, может быть, потому что она такая вот вся умная, ей нужно постоянно что-то познавать. Она такая вся, ну, постоянно, вот ей нужно совершенствоваться, она продвинутый человек. То есть с ней у вас будут и поездки. Это поездки и по стране могут быть, и поездки за границу, и просто даже в конце концов, я не знаю, там на вылазку куда-то на природу, да, в палатке поночевать. То есть, ну, довольно активный образ жизни вас с ней ждет, причем это будет вот активность, да, это активность будет переплетаться и со страстью, и с какой-то такой вот гармонией, очень гармоничное состояние. Очень гармоничная. Я не вижу вообще негативных карт. У вас негативные карты отошли назад. Это раньше вы могли себе вот мозг выносить сами себе, да? Накручивать могли, за что-то переживать. Сейчас, вот я смотрю на будущее, да? Ну вот разве что некоторая неуверенность, такие сомнения еще могут у вас остаться в некоторых моментах, какая-то может быть нерешительность. Но это может быть чисто в силу вашего характера. А так, в принципе, я говорю, у вас по судьбе, у вас потрясающее будущее, у вас потрясающая женщина, которая, да, она будет моложе вас, но это будет потрясающая история любви. Это женщина по судьбе, с которой будут реально и отношения, и даже я вот смотрю в начале расклада у нас императрица выпала, которая, если вы заметили, беременная, да, то если захотите, у вас и ребенок может быть, и все у вас будет замечательно. Чего я вам всеми желаю. Вот такой гром среди ясного неба случится в вашей жизни в виде такой новой потрясающей женщины. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!